Всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Добро пожаловать на Outdoor Tactical. В заснеженные, морозные сопки юга Сахалина. Сегодня у нас минус 25, и я бы сказал, что это не самая низкая температура по России. Сейчас где-то есть и минус 40, а в некоторых регионах нашей страны даже до минус 60 доходит. Так что можно сказать с уверенностью, что минус 25 это все-таки средняя температура, зимняя средняя температура по России. Тем интереснее будет сегодняшний обзор. А на обзоре, друзья, у нас сегодня будет американский рацион питания на один прием пищи, который создан специально для холодной погоды. Собственно говоря, он так и называется. Cold Weather Meal. Прислал нам его наш друг Валерий, который занимается продажей сухих пайков по всей России и за рубеж. Без преувеличения могу сказать, что большинство интернет-магазинов в России, которые продают сухие пайки, собственно говоря, пользуются его услугами. Он эти пайки им и поставляет. Поэтому, если вы хотите купить к празднику или просто для себя любой иностранный паек, без накруток каких-то там по выгодным ценам, то обязательно обращайтесь к нему. Итак, друзья, в чем же главное отличие данного рациона питания от стандартных американских МРИ? Ну, во-первых, как я сказал, этот рацион создан специально для холодной погоды. И, как правило, он используется спецподразделениями армии США. Основное его отличие от стандартных армейских МРИ заключается в том, что основное блюдо, которое в нем содержится, оно сублимированное. Данные рационы поставляются в ящиках по 6 штук, в отличие от простых армейских рационов. И в ящике под литерой A находятся пайки, которые предназначены для завтрака. Основное их блюдо это какая-либо каша, либо яичница. Кстати, у нас есть обзор на такой вот паек. Вот ссылочка на него, обязательно посмотрите. Думаю, что будет интересно. И, соответственно, если вы берете на сутки, вы должны взять два таких пайка. Один из первого ящика и второй из ящика под литерой Б, в которых уже содержатся либо обеденные меню, либо ужинные. Ну, тут как уж хотите. Калорийность двух вот таких пайков составляет 4500 килокалорий. Вес конкретно вот этого пайка составляет 494 грамма. Пакет, могу сказать, что здесь, на мой субъективный взгляд, несколько плотнее, чем в стандартных американских МРИ. Не знаю. Друзья с Америки, которые смотрят, подписаны на наш канал, у которых тоже каналы YouTube. Скажите, правда это или нет? Это, может быть, я ошибаюсь. Ну что ж, давайте посмотрим. Да, кстати, произведен он компанией Ворник, Цинциннати, штат Огайо. Ну, естественно, меню номер 4. Индюшатина тетразини. Во как. По сути, открываться он должен достаточно легко. При одном условии, если он не задубел на нашем морозе. Я про пакет. Здесь есть вот такая вот, ребята, рисочка. И по ней... По ней вы ни хрена его не откроете. Поэтому придется воспользоваться ножом. Нож от сердца тайги. Какой раз он уже выручает нас и на обзорах, и в походах. Очень острый. Ребята, всем советую. Подпишитесь на канал наших друзей. Ссылочка будет в описании под видео. Ребята делают отличные, кстати, ножи. Да и вообще много хорошего снимают. Александр, тебе привет. Ну что ж, открыли. Давайте смотреть, что внутри. А внутри у нас содержится растворимый лимонно-лаймовый напиток. Пакет растворимого капучино. Упаковка американских военных крекеров. Основное блюдо – индюшатина тетразини. Пакет с разной мелочевкой, но на него мы взглянем чуть попозже. Друзья, что-то новенькое. Шоколадно-арахисовая паста. Энергетический батончик «Первый удар». Кстати, по всей видимости, с рациона первого удара. Ну, уже известная, наверное, абсолютно всем стандартная американская ложка МРИ. Итак, друзья, температура на самом деле опускается ниже, потому что становится явно холоднее, я это прям чувствую. Собственно говоря, это прочувствовал и паек специально
для холодной погоды. Только послушайте. Здесь еще более-менее. Вот энергетический батончик превратился просто в дерево, друзья. Просто в какой-то бетон его... О, слышали, да? Мы делали в начале зимы делал я обзор, и мне попадался вот точно такой же батончик, и я его не смог откусить, потому что он напрочь просто замерз. Памятуя об этом, я, с вашего позволения, пока что шоколадно-арахисовую пасту и этот батончик засуну себе в карман. Надеюсь, что он все-таки там хоть как-то отогреется. Крекеры тоже. Кстати, друзья, давайте пока посмотрим, что у нас в наборе для мелочевок. Но, по сути, он абсолютно стандартный. Мне так кажется. Так, у нас тут есть кофе тип 3. Спички. Очень интересно и забавно. Особенно мне читать вот эту вот надпись. Не знаю, вот видно вам, надеюсь, что будет видно. Здесь написано, что эти спички специально разработаны для влажного климата. Но они не будут гореть, если они случайно намокнут. Потрясающая разработка. Не знаю, сколько миллионов долларов они на нее спустили. Это как на ручку, которую они в космосе там изобретали. Наши карандашами пользовались. Так, сливки для кофе. Пакетик сахара 4 грамма. Отлично, наконец-таки. Друзья, табаско. Вот это вот, кстати, классная вещь. Мне она всегда нравится в таких пайках. Влажные салфетки. 2 жвачки. И, собственно говоря, ребят, салфетки или туалетная бумага, кто как хочет, так и использует. Здесь, я точно не помню, по-моему, 10 штучек содержится. Так, по поводу основного блюда. 125 грамм сухого веса здесь. Разводится водой. Разводится он в течение, вот тут написано, 10 минут. Горячей, ребята, водой. Теперь у меня возникает один вопрос. Для чего сделано сублимированное блюдо в пайке, я, в принципе, теоретически понимаю. Элементарно, для облегчения веса. Нафига в зимний паек ложить сублимированное блюдо, я не понимаю. По одной простой причине. Им что, действительно кажется, что зимой проще развести там костер, да, или там те же самые сухие таблетки? Сколько вам понадобится для того, чтобы вскипятить воду? Это раз, да? И, собственно говоря, запарить этот паек. Мы с Денисом уже запаривали сублимированные пайки, причем точно такие же. И через 10 минут он нифига не распарился. Мы ждали потом 20 минут. Там было более или менее. Так вот, представьте, на морозе, вот сейчас, когда все это уже заледенело, залить его не просто горячей водой, друзья, а кипятком и оставить на 15 минут вот так вот. Да он, блин, заледенеет за это время. Поэтому, честно говоря, для меня это остается секретом. Мне кажется, лучше бы положили в это блюдо вот стандартное основное блюдо из простых армейских американских эмаришек, которым можно было там в карман, не знаю, засунуть, или в тот же беспламенный разогреватель. Короче, для удобства и чтобы было все проще. Сейчас кипятим воду. Кстати, забыл сказать, что разогревательные элементы и таблетки к этому пайку идут отдельно. Во как. Поэтому разогреваем воду, запариваем, ждем заявленные 10 минут. Нет, нифига. 15 минут ждем. И потом посмотрим, что же из этого вышло. Друзья, перед тем, как готовить основное блюдо, я решил вам показать, как оно выглядит в сублимированном виде. Ну, вы видите, это все сухой какой-то такой корм. Похож на корм для рыбок. Но видна вот какая-то даже зелень. Макарошки. Ну, посмотрим, как это будет готово выглядеть. Значит, пока у нас запаривается основное блюдо, все, ребята, по фэншую, все честно, мы с вами сделаем кофе, потому что я изрядно замерз. Честно говоря, кофе рассыпчатый,
Что, кстати, уже хорошо, потому что в наших пайках наше-то кофе встречается такое спрессованное, влажное. Так, обязательно сливки. Сливки тоже шикарно. Ну и сахарок. Вообще, кстати, я заметил такую тенденцию, что в американских рационах питания только один пакетик сахара. В наших как минимум 3 или 4, но по 20 грамм. А здесь всего 4. И когда-нибудь производители, у меня вопрос, найдут баланс какой-то вот средний. Потому что 60 грамм сахара в одном рационе это дофига на самом деле. 4 грамма сахара в одном рационе это мало. Поэтому вот надо найти какую-то золотую середину. Как по мне, это должно быть как минимум 3 маленьких пакета по 5 грамм. 15 граммов вполне, ребята, достаточно будет. Даже для суточного рациона питания мне почему-то так кажется. Ну бог с ним, 20 грамм максимально. За счет сахара увеличивать калорийность пайка, ну это же идиотизм. Ну, честное слово. Вот кто согласен со мной, вот напишите в комментариях. А если не согласны, тоже пишите. Друзья, кофе растворяется моментально практически. Сливки также. Сахар, ну сахар растворяется как сахар. Здесь ничего такого, собственно говоря, и нет. Попробуем. Но в сочетании сливки, кофе, сахар из этого пайка кофе такой крайне-крайне посредственный, если честно. Но обычный растворимый кофе. Что-то типа Нескафе такое. Вот во французских пайках, сейчас бы сказал Денис, там кофе действительно классный. Там здоровский. Ой, как хорошо. Блин, сразу так на душе потеплело на самом деле. Мороз давит, друзья. Прям реально. Хоть светит солнце, но вот температура опускается. Это чувствуется прям поминутно практически. О чем я говорил? Он просто залил кипятка, и пакет уже такой еле-еле теплый. А ждать еще 10 минут. Друзья, ну что же, наше основное блюдо готово. И выглядит оно, если честно, ну не очень аппетитно. Видна морковка. Вот какая-то даже зелень здесь есть. Но посмотрим, как это на вкус. Итак, друзья, предугадывая ваш вопрос, сколько же требуется залить сюда кипятка, чтобы приготовить это блюдо, отвечу. Нужно 400 миллилитров. Блюдо готово. Значит, запаривалось у нас, готовилось оно у нас 15 минут. Давайте попробуем. Вы знаете, подливу этого блюда, она грибная, сливово-грибная. Вот почему-то мне кажется, что здесь присутствуют шампиньоны в каком-то виде, в определенном. Подлива вкусная на самом деле. И действительно сильно отличается от стандартных американских эмори, где вот она красная там, или бордовая. И она постоянно практически во всех. Отчетливо чувствуется вкус морковки. Вот эта вот зелень, точно не уверен. Но, по всей видимости, это либо фасоль стручковая, либо брокколи. Вот именно из-за подливы я не могу разобрать четкий вкус. Присутствуют макарошки, такие мелкие-мелкие. Вкуса индейки, друзья, практически не ощущается, но она здесь мелкими такими кубиками, и саму текстуру мяса, она чувствуется в этом блюде. Соли здесь прям в меру, вот прям вот как надо. Но
не хватает, наверное, немного остроты. Сейчас я вот попробую добавить табаско точнее. Думаю, что это несколько изменит вкус. И уж 100% придаст пикантности. Это факт. Да, да. Отличный вкус. Очень вкусно. Блин. Сейчас. Короче, по всей видимости, мальца переборщил. Так, растворил лимонно-лаймовый напиток. Удобный, кстати, ребята, вот пакет, блин, там кофе. Пакет удобный. Но китайцы пошли дальше. Они здесь сбоку сделали дозатор, из которого можно пить. Потому что вот пить вот так вот, как предлагают товарищи из армии США, можно, но не сильно удобно на самом деле. Сейчас перельем в стакан специально, чтобы вам показать всю прелесть цвета этого напитка. Вот такой вот у нас получился экзотический, тропический напиток. Потрясающе. Со стакана тоже, оказывается, Васе не совсем удобно пить. Или он просто где-то продрявился. Так, друзья. Приятный напиток. Такая кислинка. Причем далеко не легкая. Второй заход. Все-таки, что не говорите, соусы в любом рационе питания придают блюду совсем другой оттенок. И даже практически мерзкое блюдо можно исправить с помощью всяких соусов. Кстати, вот сейчас хапанул индюшатинку, и она явно не до конца распарилась. Когда ты ее раскусываешь, она такая твердая внутри. И даже хрустит на зубах. Друзья, в целом, по главному блюду я вот попробовал, что могу сказать. Достаточно нормальное блюдо, приятное. С соусом вообще шикарно. Только немножко во рту теперь у меня кочегарка. Я поставил бы этому блюду 4 с плюсом точно. Во-первых, его достаточно много для одного человека. Ну, достаточно, скажем так, для одного человека. Вкус у него не противный, вкус хороший. Присутствует какая-то зелень, присутствуют овощи. Естественно, есть углеводы в виде макаронов. Ну и какие-никакие кусочки мяса тоже есть. Поэтому 4 с плюсом, я думаю, оно его заслуживает. Так, ну что ж, не будем далеко ходить. Из напитков у нас остался растворимый капучино. Давайте пока его откроем, зальем и дадим настояться. Как я и говорил, друзья, открывается и используется вот такого рода пакетик достаточно элементарно и, можно сказать, что удобно. Вот могли бы эту дырочку сделать, кстати, чуть-чуть побольше. Потому что заливать кипяток. Холодную воду-то бог с ним, а вот кипяток порой бывает не совсем безопасно для ваших рук. Так, здесь есть зип-застежка, но, как показала практика рукожопства моего, лучше еще вот так вот завернуть его, немного потрясти. Вообще можно заливать, кстати, и холодной водой, как я поступил с этим напитком. Но в такой минус, если мы говорим про моча капучино, то, естественно, лучше бы оно, было горячим. Так, дадим ему пока что чуть-чуть настояться. У нас еще, друзья, остались крекеры. Я-то не попробовал их, причем с главным блюдом.
Крекеры стандартные. На морозе вся эта упаковка американская просто замерзает и становится какой-то нереально твердой, в отличие от летних условий. И здесь просто так ее уже не вскрыть, не повредив то, что содержится внутри. Внутри у нас, друзья, находится два вот таких вот крекера. Но это стандартно, они ломаются на 4 маленьких кусочка. Вот таким вот нехитрым образом я их поломал на почти 10 отдельных. Так, ага, и у нас же еще есть в волшебном кармане, так, собственно говоря, не согревшийся абсолютно никаким образом энергетический батончик. Да, и, собственно говоря, спред шоколадно-арахисовый тоже не очень. Но я хочу попробовать. Вы, вот кто давно подписан, прекрасно знаете о том, что арахисовое масло я просто ненавижу на самом деле. Здесь это что-то другое. Друзья, она тоже с трудом выколупывается. Вот такая вот масса. Блин, ну пакость же, ё-моё. Хоть шоколадно-арахисовая, хоть арахисовая. Короче, дрянь. Мое субъективное мнение. Не хочу никого обидеть, любителей арахисового масла. Шоколад чувствуется, но не сильно. А вот арахисовое масло чувствуется на все 100. И опять вот вяжет во рту. Не, эту пакость я есть не буду. Вы уж извините меня. Это явно не мое. Но хочу сказать, что вещь действительно калорийная. Так. Все. Для холодной погоды это паёк. Напиточек у нас заледенел практически. Так, давайте попробуем, что же у нас получилось в результате наших нехитрых действий с капучино. Перельем мы его, друзья, сюда. О, да. Вот это выглядит уже более приятно. Ну, не такой вкус капучино я прям ожидал. Но, скажем, средний. Но на холоде всяко приятнее пить горячее, нежели чем холодное. Попробуем вот этот замечательный батончик все-таки каким-то образом его съесть. Показываю. Вот что он из себя представляет. И вот он как потрясающе звучит на русском морозе. Ты чё, блин? Товарищи американцы, производители данного пайка, хочу вам со всей ответственностью заметить, поменяйте сладкое в вашем пайке на что-то другое. Положите туда хотя бы какую-нибудь сладкую печенюшку, пирожок с мясом. Потому что это... Ну, господи, держи ты его в кармане, не держи. Этому батончику давала. А русскому генералу Морозу так вообще. Ну, вполне возможно, когда он в нормальном состоянии, это очень вкусный и приятный батончик. В нем есть воздушный рис, по всей видимости.
потому что все хрустит на зубах. И я надеюсь, это хрустят не мои зубы, а все-таки воздушный рис. Чувствуется вкус шоколада. Вообще, в целом, учитывая, что это энергетический батончик, целых 65 грамм, то вещь полезная. Но явно, как я и говорил, не в зимнем рационе питания. Друзья, в принципе, по большому счету, я как был лопухом с самого начала видео нашего и наших обзоров вместе с Денисом, так и остался. Салфетка. Опять в самом конце. Но это мы тоже уже историю зимой проходили. Я не могу вам тактильных ощущений передать через камеру, но здесь лед. Вот это вот просто лед. Ее, конечно, сейчас можно будет как-то разморозить, попытаться раскрыть, но нет. Поэтому придется выкинуть ее к чертовой матери. Ну, естественно, у нас остались спички. Поджигать, друзья, эти спички я не стану. Смысла в этом не вижу абсолютно никакого. Вороны меня поддерживают. Друзья, по пайку что могу сказать? Как, если его расценивать как паек на один прием пищи, в принципе, он неплохой. Достаточно приятное блюдо. Есть соус, которым можно улучшить вкус этого блюда. Есть энергетический батончик. 3 напитка, друзья. Это кофе, какой-то там, назовем это соком, да, и вот есть капучино. То есть 3 напитка. Этого более чем достаточно на самом деле. Есть крекеры, есть спички, салфетка какая-никакая, туалетная бумага. Единственное, что я ни разу не видел в американских рационах питания, так это хотя бы чтобы была одна таблетка для дезинфекции воды. Эта вещь очень важная, особенно для солдат. Мне кажется, что она прям там должна быть на самом деле. Пайку поставлю 4. 4 с плюсом. Но если его рассматривать как паек для зимней погоды, то есть для холодного климата, сразу вам говорю, что баллы прям резко снижаются. Он, на мой взгляд, не рассчитан на холодные температуры. Это уже, вот эта вот штука, все, она уже абсолютно холодная. В пакете, возможно, бы она дольше бы согревалась, ну, то есть оставалась теплой. Половина из этого, ну, вот энергетический батончик вы хрен съедите. При минус 25, друзья. Поэтому, как зимний рацион питания, тройбан. Как простой, обычный рацион питания на один прием пищи, 4 с плюсом. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете по поводу данного рациона питания. И согласны ли вы с моими выводами или нет. Всем спасибо. Увидимся на поляне.